Всем привет! Меня зовут Петрушенко Петр. В своих комментариях вы часто спрашиваете, какой инструмент я использую в своей работе, постоянно и в том, которым видно на видео. Поэтому я решил записать отдельное видео, посвященное обзору секатора и того инструмента, который я использую в своей постоянной работе. Ну что ж, начнем. Вот здесь у меня на столе собраны те секаторы, которые я использую в повседневной своей работе. От самых маленьких вот до достаточно грубых секаторов, достаточно больших. Для начала давайте я объясню, в чем отличие. Отличие состоит в том, что каждый секатор имеет свое назначение. Вот есть секаторы специфические, вот такие, как вот этот. Они очень маленькие, для очень тонких и изящных работ. Я потом объясню, как они заточены и для чего это сделано. До грубых секаторов, например, как вот этот. Этот секатор для более грубых работ, для более толстого прута. Итак, за время своей работы я использовал очень много секаторов разных фирм и компаний. И вот здесь вы видите мой топ-4, скажем так, этих секаторов. Давайте начнем с самого маленького. Вот есть, я его уже показал. Этот секатор я использую для мелкой ленты и маленького прута. Он переточен из большого секатора. Вот здесь покажу, что он. У него был вот такой лепесток. Вот такой большой лепесток. Я его специально переточил, убрав вот эту вот часть. Убрана вот эта часть. А также убрана вот эта часть. И поэтому сам секатор, когда сходится, он сходится на очень маленькой поверхности. Вот совсем чуть-чуть. Это позволяет очень точно подрезать кончики и залезать в самую глубь изделия. Вот. Это секатор фирмы Центр Инструмент. Вот здесь вот, если видно надпись. Вот так вот. Это Центр Инструмент. Вот еще на ручке есть такая надпись. Китайский производитель. Ну, дальше его можно будет в интернете найти. Вот такой секатор. Обрезиненные ручки. Очень удобен в работе. Дальше. Это мой ветеран. Судя по тому, как ручка у него уже истерта. Это секатор фирмы Gardena. Когда-то была у Gardena такая 610 серия. 600 вообще серия. Сейчас еще кое-где можно найти остатки. Этому секатору более 10 лет. Он точно так же переточен. Давайте я вам покажу особенность заточки. Во-первых, начнем с того, что у этого секатора очень надежные пружины. Что очень немаловажно. В повседневной работе, когда делается большое количество резов, пружина играет важную роль. Здесь фиксатор, весьма удобный, в руке лежит эргономично. Вот. Ну, в данном случае фиксатор я отключил. Вот. Но сам секатор, сам механизм самого секатора является очень надежным. Он еще произведен в Германии, это немаловажно. Так вот. Переточка бранши в чем состоит? Вот это верхняя бранша, вот это нижняя бранша. Нижняя бранша, она всегда сделана вот такой толстой, верхняя бранша очень тоненькая. Так вот, в верхней бранше, вот здесь, она была большая. Я сделал вот такое углубление. Вот его хорошо видно вот сейчас. Сточив кончик секатора вот практически в ноль. И когда смыкаются две бранши, вот маленький такой, получается между ними зазор. И сам носик секатора выходит вот такой, крохотный. В стандартных секаторах вы нигде не найдете такого схождения. Плюс, видите, как сточена нижняя бранша? Она была в оригинале вот такой, как на этом секаторе. Вот, посмотрите. Видно разница? Вот такая она была, толстая, и вот такая она стала на этом секаторе. Она сточена в двух плоскостях. Срезана
здесь и срезано еще, если посмотреть, вот здесь, вот если видно. Кончик заточен совершенно. Поэтому, когда этот секатор соединяется, получается очень маленький такой носик. Это очень удобно при обрезке. И можно подлезть куда угодно. Так. Вот его более молодой собрат. Также фирмы Gardena. Также переточен. Вот сточена верхняя бранша. Она более изящная, более тонкая, несмотря на то, что сам секатор крупнее. Точно так же сточена нижняя бранша. Сточена, подшлифована немножко. И имеет острый кончик такой. Вот здесь очень острый. Этот секатор, это из новой линейки Gardena. Ну как новая, относительно новая, ей лет 5, наверное, не больше. Вот. Здесь также удобный фиксатор. Сам секатор под крупную руку. Под мелкую руку он не очень удобен, но под крупную лежит очень хорошо. Обрезиненная ручка. Этот секатор произведен также в Германии, что подтверждает его, во-первых, надежность, во-вторых, я уже больше 2 лет использую, и он меня еще не подводил. Так, это у нас гарденовские секаторы. И снова центр инструмент. Этот секатор я использую в грубой работе, хотя он точно так же с таким же успехом мог бы подойти и для тонких работ. Просто я его не перетачиваю, чтобы не ослаблять нижнюю браншу. От того, в каком состоянии эта бранша, если она переточена, то какие-то грубые, особенно сухие прутья, палки, перекусывать им нежелательно, так как она может немножко согнуться, и тогда он не будет прилегать. Он начнет закусывать. Поэтому этот секатор у меня как бы универсальный, он подходит и для грубых, и для тонких работ, но не настолько тонких, как у этих секаторов. Этот секатор также центр инструмент. Все-таки я остановился на 2 секаторах. Центр инструмент и Gardena. Переточить секаторы в принципе несложно. Их вам переточит любой слесарь, если ему объяснить или показать это видео. Сложности это не составляет, я это затачиваю на обычном заточном станочке. Если есть возможность, потом немножко подшлифовать сами кромочки, сами бранши. Но ни в коем случае нельзя трогать вот эти поверхности. Вот эту кромку точить ни в коем случае нельзя. Как и вот эту. Они как сделаны заводом-изготовителем, вот так и надо их оставить. Единственное, что их нужно заправлять. Что я имею в виду? Сейчас очень важный момент, обратите внимание. Вот у меня есть шило, да? Я этим шилом аккуратно провожу по кромочке. Как только у меня секатор начинает закусывать, вот так провожу по кромке. Вот если видно с этого ракурса, вот положение секатора и положение шила. Вот я вот такими легкими движениями немножко эту кромку. Тут есть заусенцы на ней. Я, к сожалению, камера не позволяет показать, но если внимательно присмотреться, есть маленькие-маленькие заусенцы. Они возникают в процессе работы. И кромка немножко загибается, вот эти заусенцы внутрь. Не внутрь, а наружу секатора. И он начинает прикусывать слегка. Когда я вижу, такой эффект появляется, я беру шило и аккуратно вот так эти заусенцы возвращаю в обратную сторону. Вот эта кромка должна иметь предельную остроту и плотность прилегания к этой кромке. Это гарантирует срез, то что этот секатор будет и бумагу резать, и тонкий волос срежет, и любой прутик. Хотя, казалось бы, секатор такая грубая вещь, но благодаря вот таким вот движениям, но ни в коем случае не заточкой, благодаря вот таким вот легким движениям, он у меня всегда остается предельно острым. Вот, так я показал, как секатор нужно править, но не точить. Так вот, вернемся к изначальному. Если показать вот эту заточку слесарю, ну если найдете, то инструментальщику, хотя это сейчас профессия очень редкая, вот, он вам этот секатор сможет заточить. Старайтесь использовать секаторы, ну, моя рекомендация, конечно же, Gardena и центр инструмент. То, что проверено уже не одним годом и не одним секатором, поверьте мне, у меня их было десятки.
Что еще можно сказать по секаторам? Старайтесь их содержать в чистоте. Это также залог того, что секатор будет вам долго и исправно служить. И смазывайте вот здесь. Сейчас я вам покажу на секаторе. Вот можно сюда, вот в это место, добавлять капельку масла. Вот здесь и вот здесь. Можно добавлять масло. И тогда секатор будет мягко и плавно ходить. Иногда секатор там загрязняется, либо там попадает влага, он начинает немножко ржаветь, и тогда он заедает, что доставляет неудобства в работе. Это неприятно, ну и в конечном итоге ведет к износу секатора. Вот. Старайтесь смазывать, содержать в чистоте, и тогда секатор вам прослужит очень долго, верой и правдой. Вот разнообразие у нас на столе появилось секаторов, которые, в общем-то, покупать не стоит. Я сейчас по очереди расскажу, что это за секаторы, в чем их плюсы, в чем их минусы. Начнем с той же Гардены. Это секатор, та же 600-я серия, но пружина потеряна, секатор не работает. Поэтому обращайте внимание, этот секатор бывалый, его условно можно только назвать неудачным. В общем-то, это удачный секатор, хорошая модель, он еще не переточен. Вот. Но пружина потерялась, все, он не работает. Вот так изначально выглядела бранша непереточенного секатора. Верхняя и нижняя, вот так они выглядят. В целом, следите за пружиной, это условно хороший секатор, можно его оставить. Далее, есть секатор, который применяется также Гарденой. Это так называемый секатор с наковальней. У него прилегание бранши вот идет сверху вниз, как бы на наковальню. Очень хороший, удобный секатор. Пружина также потеряна. Запасных пружин найти на эти секаторы очень тяжело. Но недостаток этого секатора это то, что бранша, вот эта сама наковальня, сделана из мягкого материала. Это либо алюминий бывает, либо какой-то твердый пластик. У этого секатора очень маленький ресурс. Но пока он работает, пока не продавлена канавка вот здесь, работает великолепно. Используется для грубого прута, для сухих веток. Хорошо работает на заготовке. Либо на обрезке толстых каких-то, все, что попадает вот в этот зазор, он прекрасно режет. Та же Гардена, также можно условно отнести к хорошим секаторам, но время службы его очень маленькое, пока не износится вот эта бранша. В моей практике его хватает на год, это максимум. Дальше следуют у нас секаторы самых разных фирм и производителей. От русских, китайских, даже вот есть французский, условно французский, это Wolfgarten. Вот. В общем-то нормальный секатор, но то же самое. Наковальня, он типа наковальни, не ножничного типа, а с наковальней. Вот она даже здесь сделана съемной такой, из алюминия. Но найти запасную такую браншу практически невозможно. Поэтому как бы можно его чинить и использовать, но в наших условиях это негде взять. Секатор также был хорош, но недостаток короткий срок службы. Wolfgarten. Это обычный рядовой секатор. Показываю опять же, пружин нет. Пружины теряются прямо моментально. Этот секатор, несмотря на то, что он переточен в свое время был, вот, но качество металла очень низкое. Вот так вот он выглядит. Сейчас даже не знаю, какой фирмы. Да это уже и не важно. Это фирмы такие, мало кому о чем скажет название. Вот этот фиксатор неудобен. Вот такой фиксатор. Он часто мешает. Он сам произвольно вот так вот бывает заскакивает. И секатор не сходится и начинает раздражать. Вот эта особенность такая. Поэтому с таким фиксатором лучше не брать. Несмотря на то, что из моего рабочего секатора у него такой же фиксатор, но здесь он как-то сделан по уму. И он сам по себе самопроизвольно не соскакивает. А здесь он соскакивает сам по себе. В общем, это секатор
Ну, скажем так, на троечку. Ну, это вершина российского секаторостроения. О нем говорить не приходится. Это так, где-то малину порезать, в общем-то, в лозоплетении не используется. Это то же самое. Вот они в таком виде. Вот секатор нужен для того, чтобы где-то совсем какую-то залезть грязь, где-то что-то срезать такое, там где хороший секатор жалко использовать. Стоит такой секатор, ну сейчас не знаю, сейчас, наверное, он рублей 300 стоит. Ну, есть смысл его использовать на каких-то заготовках. Время службы у него как повезет. Вот, он такой у меня для черновых работ. Когда у нас бригада заготавливает лозу, вот, то где-то подрезать остатки, там то, что у нас не убрано, мы используем вот такие вот секаторы. Да и то сейчас уже практически не используем. Это вот попытки купить маленький секатор. Вот, но опять же таки качество никудышнее. Это штамповка, выгибаются ручки, бранши отходят друг от друга. Срок службы никудышний. Плюс еще вот этот фиксатор, это совсем это ниже всякой критики. Это вообще он не держит. Иногда он сам по себе отщелкивается. Вот. Так что, в общем, не рекомендую. Ну, это продолжение той же серии, как и этот. Это все российские секаторы. К сожалению, так и не научились их делать хорошими. Вот. На этом мы обзор секаторов, конкретно секаторов, завершаем. И хотелось бы еще немножко сказать о других инструментах, которые я использую. Вот шилья. В своей работе, что бы я ни делал, я использую вот эти 3 шила. Больше мне не нужно. Самая главная особенность у всех шильев, за исключением вот этого, то, что они должны быть из нержавейки, либо покрыты каким-то металлом, не железом. Все дело в том, что при соприкосновении железа, конкретно железа, элемента, как такого элемента, который без присадок, к сырому пруту, он оставляет черные следы. Поэтому не используйте шилья конкретно из железа, а лучше из нержавейки, если найдете. Вот такое маленькое шило. Оно имеет диаметр где-то 3,5 мм. Довольно острый кончик, но сам кончик чуть-чуть притуплен. Это сделано для того, чтобы не расщеплять прутья, а просто их раздвигать иногда. Очень острое шило — это тоже проблема. Вот такое шильце. Дальше идет большое шило, большое прочное шило. Это шило как раз то, о чем я говорил. У него основа стальная, железная. Дальше у него медь, напыление из меди. И сверху покрыто каким-то то ли хром, то ли никель. В общем, с покрытием. Это была отвертка. Она переточена под шило. Кончик скруглен, как видите. У такого шила не должно быть острого кончика. Потому как если вы его вводите, допустим, в изделие, то оно должно не расщеплять прутья, а раздвигать прутья. То есть это его основное назначение. Это силовое шило. И вот такое вот необычное шило. Оно, правда, железное, так как мне не удалось найти в свое время нержавейки. Вот оно такое, видите, с деревянной ручкой, такое довольно такое архаичное, но очень удобное. Где-то примерно на расстоянии 3,5-4 сантиметра сделан изгиб. Этим шилом удобно вставлять какие-нибудь ажуры, труднодоступные места. Это шило также очень часто используется. Все, вот, в общем-то, по шильям. Никаких других шилей я не использую. У меня есть еще разные шили, поверьте мне, вот как набор секаторов, вот у меня на столе, у меня столько и шилей, но я их не использую. Дальше. Есть вот такие у меня, это бокорезы, электротехнические бокорезы, но они также переточены. Если вы внимательно посмотрите, у стандартных бокорезов таких бранш не бывает. Соответственно, они сточены все для того, чтобы образовать очень тоненький носик, но при этом не ослабляя самих бранш. Ими удобно перекусывать и ленточку, и тоненький прутик.
и удобно подобраться где-то куда-то вот, где очень труднодоступные места попасть. Это третий мой, вот три основных инструмента: секатор, шило и вот такие бокорезы, которые я использую. Это вот три основных инструмента в моей работе. Их точно так же, если вы либо сами сможете переточить, либо у какого-то слесаря, просто покажите это видео, и вам их переточат без проблем. Здесь фирма роли не играет, важно то, что просто чтобы красивые были, удобные, лежали в руке хорошо. А дальше переточить их, они в принципе мало чем отличаются, сами вот эти бранши у всех производителей они практически одинаковые. Вот. Ну и стандартно пассатижи, где-то проволоку перекусить, где-то зацепить, какой-то прутик выдернуть. Вот тут особо говорить не о чем, так как это обычные пассатижи. Вот практически все, что я использую в своей работе, за исключением вот этого. Хочу еще показать, чем отличается хороший секатор от не очень хорошего. Вот берем для примера простые вещи. Вот бумажка, обратите внимание. Легко нарезается. Вот прутик. Аккуратный, ровный срез. Вот тоненький, совсем тоненький прутик. Легко, не закусывая, не зажевывая, срезает. И после этого снова берем бумажку. Это показатель хорошего качества секатора. Если вы берете секатор, попробуйте чек, обычный чек от магазина, и попробуйте секатором порезать этот чек. Если он чек режет, можно уже начинать рассматривать такой секатор для работы. Вот так. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. До встречи!